Привет, народ, канал Стейнхаус. Сегодня хочу приготовить очень простое, но очень вкусное блюдо в казане. Это будет жареная картошка с жареным мясом. Ну, в общем, это все будет как бы и жареное, и тушеное. Положу немного хмели-сунели, ну, по приправам можно класть все, что вам нравится. Мне вот нравится этот вкус. Также перец, соль, подсолнечное масло. Ну, картошка, мясо и лук. В общем-то, все ингредиенты. Ну что ж, давайте начинать. Картошку я буду резать не очень мелко. Ну, я думаю, вот такими дольками. Что-то вроде того. Кстати, режу ножом Мора. Это Мора Компаньон. Скоро на моем канале будет его обзор на этот ножик. Сейчас я его тестирую. Ну, в общем-то, скажу лучше свое мнение уже в обзоре этого ножа. Что он режет хорошо, что плохо. В общем, все будет в обзоре. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также мой канал есть на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Подписывайтесь, чтобы не потеряться в случае каких-либо блокировок. Также у меня есть группа ВКонтакте, куда я выкладываю дополнительные фотографии, делаю репосты видео сразу же после их выхода. Можете подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Что-то вроде такого новостного агрегатора с моего канала. ВКонтакт есть у всех. Да, кстати, пропорции я сам не знаю, какие здесь. Я делаю на глаз. В общем-то, мясо, картошка, одна луковица, но у меня большая. В общем-то, кому чего больше нравится, это не испортишь, если там мясо или картошки положить больше или меньше. Так, мясо порежу, ну, такими кусочками, что-то вроде как для шашлыка. Так, ну и луковицу я режу полукольцами. Заливаем масло в казан. Ну, примерно вот так вот. Я все делаю на глаз. Теперь немного ждем, пока масло прогреется. Ну, а пока ждем, можно с помощью шумовки вот так вот маслом помазать края казана, чтобы мясо не прилипало. Ну, чтобы продукты вообще не прилипали. Так, ну вот, в общем-то, и все. Дожидаемся закипания, точнее нагревания масла, и будем приступать. Чтобы понять, нагрелось масло или нет, можно опустить туда кусочек лука. Ну, пока он не шкварчит, но пузыри пошли. Ну да, вот зашкварчал. Ну, значит, масло нагрелось. Лук нам пока там не нужен. Кладем картошку. Картошку обжариваем, пока она немного не зарумянится, и будем вытаскивать.
Так, ну что ж, картошка у нас уже немного подрумянилась, можно ее доставать. Так, и сюда мы выкладываем мясо, точно так же будем его обжаривать. Так, ну мясо у нас запечаталось, вот оно побелело. Теперь подождем, пока оно немного подрумянится, перевернем, помешаем, получим равномерный золотистый цвет и продолжим. Так, ну что ж, мясо у нас подрумянилось. Теперь я его раскладываю вот так вот равномерно по низу казана. Далее я его немного поперчу черным перцем. Сверху я выкладываю нашу картошку. Тоже ее более-менее равномерно так нужно распределить. Сверху мясо. И сверху высыпаем наш лук. Вот так его нужно поломать, колечки, чтобы развалились. Подливаем немного воды, чтобы это все не горело, а так немного тушилось, доходило до готовности. Здесь у меня 600 мл, но я примерно на глаз, ну где-то 350 я вылил. Сверху тоже поперчим. Теперь немного посолить. Ну, я добавлю немного хмели-сунели. Можно добавить любую приправу, которая вам нравится. Вот, по поводу пропорций, ну, я даже не знаю, сколько у меня здесь. Все делается на глаз, на то это и простое блюдо. Вкус, естественно, хуже стать не может. Как может быть невкусная картошка, жареная с мясом, тем более в казане. Все это я накрываю крышкой. И немного убавляем огонь, чтобы это тушилось, а не кипело. Теперь будем ждать, ну, примерно около часа. Ну, можно открывать, смотреть по мере готовности на свой вкус. Так, ну и в конце давайте посыпем укропчиком и немного лука. Ну что ж, открываем, смотрим, что у нас получилось. Так, картошка пропарилась, мясо, я думаю, тоже протушилось. С виду все очень даже хорошо. Сейчас посыпем укропом и зеленым луком и дадим еще минут 5 постоять, чтобы аромат впитался. И все, будем снимать. Где-то около часа у меня все это тушилось, но этого времени оказалось вполне достаточно. Сейчас несколько минут и будем накладывать. Так, ну что ж, я думаю, хватит. Вот такое блюдо у нас сегодня получилось. Простое и очень вкусное блюдо. Жареная картошка с мясом, тем более в Казани, не может быть невкусной. Да, чего-то здесь не хватает. Ну вот и готово. Всем приятного аппетита.